13 января 1990 года авиалайнер Ту-134А предприятия «Аэрофлот» выполнял внутренний пассажирский рейс 6246 из Тюмени в Волгоград с промежуточной посадкой в Уфе. Самолетом управлял экипаж из 231-го летного отряда. На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Друзья, поддержите наш канал, подписавшись на него, а также становитесь спонсорами и получите крутые бонусы. Все детали в описании под видео. В 12 часов 24 минуты рейс 6246 согласно расписанию вылетел из Тюменского аэропорта Рощино и начал набирать высоту. В 12 часов 45 минут экипаж связался с авиадиспетчером и доложил, что занял крейсерскую высоту 10650 метров и что самолет следует согласно заданного курса. В это же время в кабине пилотов сработала сигнализация «Пожар в заднем багажном отделении». Бортмеханик, взяв дымозащитную маску и огнетушитель, пошел осматривать задний багажный отсек и убедился в наличии пожара. Однако определить источник задымления и ликвидировать пожар он не сумел. На самом деле, пожар начался еще во время набора высоты, и вскоре огонь начал разрушать провода, в результате чего прекратил работу канал дальности радиотехнической системы навигации и отключился речевой самописец. Затем, из-за обесточивания, отключился параметрический самописец МСРП-64. Рейс 6246 в этот момент продолжал лететь на высоте 10650 метров по курсу 256 градусов с приборной скоростью 490 км в час и при этом был полностью управляемым. А из-за отклонений в работе были лишь резкий рост перепада давления воздуха в линии вентиляции, а также несколько ложных команд «Крен велик», «Пожарный кран левого и правого двигателя закрыт», «Опасная скорость сближения с землей». В 12 часов 48 минут сработала сигнализация «Пожар ВСУ». Пилоты связались с авиадиспетчером и доложили о пожаре на борту и запросили разрешение на экстренное снижение и посадку в Свердловске в аэропорту Кольцово. В ответ диспетчер дал удаление от аэропорта и азимут, а также разрешил снижение до высоты 4800 метров. Лайнер начал снижаться, и в процессе экипаж выпустил шасси. Небо над Свердловской областью в это время было затянуто облаками. Ветер северо-восточный умеренный, шел снег, видимость составляла около 5 километров. В 12 часов 53 минуты экипаж получил указание выполнять левый разворот и приступил к его выполнению, находясь при этом в облаках. Из-за облачности метка самолета на экране радиолокатора была неустойчивой, поэтому авиадиспетчер давал только пеленги. Вскоре на борту лайнера отключились оба преобразователя однофазного переменного тока, из-за чего остановился преобразователь высоты ответчика. В 12 часов 54 минуты, выполняя левый разворот, пилоты доложили, что они заняли высоту 1800 метров и что у них пожар обоих двигателей. С целью уменьшить тягу и снизить скорость на посадке, тем самым сократив длину пробега, экипаж отключил правый двигатель. Через 11 секунд из-за одновременного отключения двух потребителей и преобразователя авиагоризонты у обоих пилотов и у курсовой системы КС-8 перестали работать. Возникла ситуация, когда экипаж не знал своего точного местонахождения, и навигационные приборы отказывали один за другим. В связи с этим экипаж принял решение выполнять аварийную посадку на поле. В 12 часов 55 минут пилоты в последний раз вышли на связь с авиадиспетчером и установили давление на высотомерах. Далее экипаж вышел на визуальный полет и выбрал подходящую площадку длиной около 1000 метров. В 12 часов 56 минут в 49 километрах западнее аэропорта Кольцово рейс 6246 с выпущенными шасси и убранными закрылками приземлился на заснеженное поле. Зарываясь в снег, все три стойки шасси начали разрушаться. Промчавшись по снегу 148 метров, лайнер оторвался от земли и пролетел 104 метра,
после чего вновь коснулся земли обеими стойками основного шасси и левой плоскостью крыла, а через 44 метра вновь поднялся вверх. Пролетев еще 180 метров, лайнер в третий раз коснулся земли и в тот же момент врезался в стационарную систему орошения, из-за чего оторвалась правая плоскость крыла с правой гондолой шасси. Из-за высокой скорости подъемная сила левой плоскости крыла перевернула самолет шасси вверх. Проскользив на спине еще несколько сотен метров и лишившись киля и обоих стабилизаторов, рейс 6246 врезался в деревья лесополосы и разрушился. Лайнер остановился в 1028 метрах от места первого касания земли. На месте катастрофы погибли 2 члена экипажа и 22 пассажира. Позже в больницах от ран скончались еще 2 члена экипажа и 1 пассажир. В общей сложности в катастрофе погибли 27 человек, 4 члена экипажа, командир, второй пилот, штурман и стюардесса и 23 пассажира. Выжили 44 человека, 2 члена экипажа, бортмеханик и стюардесса и 42 пассажира. Расследованием причин катастрофы самолета Ту-134А рейса 6246 занялось Министерство гражданской авиации СССР. В ходе проведенных исследований было установлено, что оба двигателя и ВСУ до момента приземления находились в исправном состоянии и следов пожара не имеют. Полное обесточивание самолета произошло непосредственно перед приземлением. Следы пожара обнаружены в подпольном пространстве заднего багажного отсека в районе 48-50 шпангоутов левого борта. Согласно выводам комиссии, пожар прекратился сразу же после обесточивания бортовой электросети. Причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки из-за нарушения изоляции электропроводов. Других очагов пожара на самолете не обнаружено. Смотрите также. 21 сентября 1977 года авиалайнер Ту-134 венгерской авиакомпании «Малев» выполнял пассажирский рейс 203 из Стамбула в Будапешт с промежуточной посадкой в Бухаресте. На борту самолета находились 45 человек, но при заходе на посадку авиалайнер потерпел крушение.